учусь в Академии танца Бориса Эйфмана. Это замечательная академия, здесь можно развивать свои таланты, принимают из 50 тысяч человек, к примеру, только 50, то есть отбирают самых лучших. И я, когда сюда пришла первый раз, в первый, 5 класс, и вот как я сейчас, через год, я стала заниматься очень хорошо, намного лучше, чем раньше занималась. Для меня это очень важно. Если бы был плохой, очень плохой, можно так сказать, преподаватель, он был очень строгий, постоянно на нас кричал, то я бы просто не выдержала. Но у нас Анна Александровна, она очень мягкая. И вот когда она что-то меня просит, я понимаю, что если сейчас не сделаю, то это будет очень плохо, и она расстроится. И я стараюсь все делать, и для меня это очень важно. У нас есть классика, джаз, там современный танец, историко-бытовой танец, это так же, как классика, только там проходит вальс, все такое . Пластика, выразительность мне очень нравится, там можно показать все свои эмоции, прям расслабиться после классики. Тогда я, когда был ребенком, не совсем понимал, но мне нравился ритм, мне нравились тембры инструментов, саксофон, ударные инструменты. И то, что они делали, то, что они импровизировали, я тогда не понимал этому, что это импровизация. Но позже, когда я стал взрослее, и уже юношей в последних классах, повстречав старших некоторых товарищей, друзей, которые объяснили мне, что джаз – это импровизационное искусство, что я имею право играть не то, как в классике, что написано в нотах, и я обязан это исполнить так, как написал этот композитор, и хорошо исполнить, а оказывается, я могу сам придумывать свою музыку, сам могу ее как угодно изменять, а самое главное, могу импровизировать. Я из династийной семьи, династийной цирковой семьи, поэтому выбор у меня, конечно, был, куда пойти, но все равно жизнь свелась с цирком. Я пробовала себя в балете, проучилась несколько лет в хореографическом училище, но так получилось, что папа меня все равно забрал в цирк. И я работаю очень много различных номеров в цирке, различных жанров. Но тем не менее воздух – это мой любимый жанр, воздух и дрессированные попугаи, которому я отдаю всю душу, сердце и фантазию. У меня мама и папа работали воздух, но случилось несчастье, они упали. И мама разбилась во время выступления циркового представления, прямо разбилась насмерть. И папа очень долго не хотел, чтобы я работала именно этот жанр, именно в воздух. Он меня не пускал, можно так сказать. Я работала и жонглером, я работала и на канате, я хула-хупы крутила, я гимнастические упражнения делала различные, но только не воздух. И совершенно случайно у меня партнерша, с которой я сейчас работаю, это Елена Петрикова, она как-то на репетиции, она работала соло, она как-то на репетиции сказала: «Лена, а давай попробуем». И мы попробовали. И настолько хорошо попробовали, что у нас все получилось. Как все, окончил
школу 11 классов и решил поступать в театральный. Почему решил? Не знаю, потому что я в какой-то момент понял, что я просто больше нигде не смогу существовать, и что я смогу жить только если я буду на сцене. На самом деле сначала я даже не планировал никак связывать себя с искусством, то есть я не хотел быть артистом. Я думал, что... Ну, сначала у меня было просто представление такое, что это скорее хобби, это не может быть занятием всей жизни, то есть это не может рассматриваться как профессия. К концу 10 класса я понял, что я все равно никуда не денусь от сцены, и что я не смогу существовать нигде, кроме как сцены, и подумал, что почему бы и нет, можно рискнуть и попробовать поступить в театральный институт. И, закончив 11 класс, сдав все экзамены, я сразу после выпускного вечера, на следующий день, у меня был билет на самолет сюда, в Санкт-Петербург, и я прилетел и начал проходить вступительные экзамены сюда, и поступил. Я думаю, что, конечно, это предопределено с детства, потому что это образ жизни семьи. Если бы я росла в семье хирургов, я думаю, что наверняка мой путь бы пошел по медицинской стезе, а так как с детства дома были артисты, операторы, режиссеры, художники-постановщики. И атмосфера в доме все время благоволила к тому, что разговоры все были об искусстве. Я не могу сказать, что я мечтала с детства быть актрисой. Нет, такого не было. Я пришла к этому лет в 14-15. Я была на открытии учебной сцены на Маховой. Вот у нас есть академия театральная, где учатся артисты. И очень долгое время была закрыта сцена. И вот было долгожданное открытие, и выступали студенты. То есть я, по сути, увидела не артистов, а студентов. И я их увидела и поняла, что я ужасно хочу вот как они. Я хочу быть среди них, я хочу быть вот студенткой этого института. В самом этом месте, в театральной академии, ты понимаешь, что это одно из мест сосредоточения этой энергетики искусства. Это такой центр силы, потому что здесь воспитывались, здесь в первый раз выходили на сцену люди, на которых мы сейчас равняемся. Все равно это было 5 лет счастья, потому что вот мы приходили туда, мы там жили, мы ночевали там, мы репетировали по ночам. И наша аудитория была на той стороне, где театр, и мы каждое утро бегали через дорогу в основной корпус, там был танец и многие другие дисциплины. И, конечно, для меня это особенное место, потому что мои родители там учились, мои родители держались за эти же станки в танцевальном зале. Даже были педагоги наши общие, которые еще учили моих родителей. Весна! Весна пришла, весна! Весна! Приехал сюда, стал поступать, но меня на драматического артиста меня не взяли. Я не поступил. Вот. Мне сказали, что иди пробуйся в другую студию, Кудашову, он набирает новый курс. Я вообще не знал, кто такой Кудашов, что он делает. Вот. И когда мне сказали, что это театр кукол, я сказал, нет, ребята, нет. Я хочу быть артистом кино, я хочу быть артистом театра, я хочу сниматься в кино. Я не хочу в кукольном театре. Что это за детский сад? Нет. Постепенно, когда мы учились, я потихоньку стал открывать для себя заново кукольный театр, потому что мое представление о кукольном театре было архаическое, вообще древнее какое-то. Я помню, что сначала я не могу сказать, что мне очень нравилось. Мне очень нравилось танцевать, но мы почему-то то сидели на полу, то стояли у палки и делали какие-то однообразные движения. Я все хотела танцевать. И все практически происходило у меня за компанию, потому что девочки-подружки хотели учиться, хотели быть балеринами. А потом, когда я уже поступила в академию и в московскую, мне было 11 лет, и папа у меня серьезно тогда спросил. Вот он сказал, что неплохо получается, там, например, математика, неплохо, есть способность к языкам. Ты уверена, что ты хочешь вообще балетом заниматься? Потому что в семье у нас никто с искусством не связан, и
в принципе, как бы мои родители дали мне понять, что помочь мне будет некому, я буду на этом пути одинока. Но вот в 11 лет я уже понимала, что мне хочется танцевать, и что мне это нравится, что я бы хотела этим заниматься по жизни. Ну, конечно, у нас немножко другое детство, чем у детей, которые учатся в школах. Мне кажется, нас можно сравнить с учениками какого-то военного училища, потому что нас приводят детей с утра в 9 утра в академию, мы заканчиваем в 7 часов, а если есть репетиции, то в 9 вечера. В Калининграде были друзья, но я переехала, и здесь появились друзья, которые меня больше даже стали понимать. У нас одинаковые, ну не одинаковые судьбы, но мы занимаемся одним и тем же, и это нам близко, как бы вот, и мы можем поговорить о балете, куда мы пошли в воскресенье, там, ну, на какие спектакли там, и мы понимаем все в балете, можно так сказать, и у нас вот такой вот общий язык. Да, это очень большой шаг, я это прекрасно понимаю, потому что не все семьи способны переехать сюда, оставляют детей в интернате. Я понимаю, как это тяжело им здесь, вот, детям. А понимаю сторону мамы с папой, потому что они бросили всю свою семью и заодно меня приехали в Санкт-Петербург. Я очень ему благодарна за это, потому что это очень большой подвиг. Они там бросили и работу, и всех моих родственников. Но и я очень сильно скучаю по своим родственникам, даже плачу иногда. Скрипку мне дали в 4 года, и тогда у меня особо выбора не было. Мне сказали, что вот тебе скрипочка, давай начнем заниматься. Первый раз я пришел сюда, в это здание, когда мне было, наверное, лет 5 или 6. Лет 5 или 6. Я помню прекрасно до сих пор. Где-то у меня дома лежит, надо прийти посмотреть, поискать. Программка, когда я первый раз пришел слушать заслуженный коллектив. Меня тогда привели в дирижерскую, подвели к Юрию Хатуевичу. Я увидел Юрия Хатуевича, блин, думаю, класс. Только что такой звук, такой вообще оркестр, такая музыка, такой зал. И меня подводит, и я помню, Юрий Хатуевич расписался на этой программке, шарж свой фирменный нарисовал, подарил мне, и я счастливо ушел домой. Я думаю, что любая девочка мечтает стать артисткой. Но я твердо знала, что я буду артисткой в 5 лет. Честное слово. Причем именно артисткой оперетты. Потому что я родилась в Новоалтайске, это очень далеко, это в Сибири. И мамочка мне сшила платье капроновое. И меня ставили на табуретку, и я пела. Я, наверное, петь начала раньше, чем разговаривать. Но я счастлива, что я попала именно в Петербург, а не в Москву. И самое прекрасное, наверное, это моя самая большая удача, что я попала к режиссеру, который был главным режиссером этого театра, Владимир Григорьевич Воробьев. Это мой педагог. И именно он дал мне путевку в жизнь, как говорится. В 7 лет я занимался вольной борьбой. У меня папа боксером был. Вот я занимался вольной борьбой, а родная сестра моя на художественной гимнастике занималась и часто таскала меня с собой. Я за ней там прыгал, повторял всякие движения.
И ее тренер, когда увидел меня, сказала, что попробуйте отдать в Вагановское училище. Проучился там 9 лет, и сразу же после окончания попал в Мариинский театр. Но в Мариинском театре проработал всего 2 дня, так как пришло выгодное предложение с Михайловского театра, за что я очень благодарен. Рига — это город очень маленький, и я училась в такой школе, которая очень связана уже с консерваторией рижской. И мы все друг друга, профессора и студенты, так близко друг друга знаем, что там уже такой рост невозможен. Это было в последний момент, потому что я искала профессора. И если я бы нашла такого же прекрасного профессора, не знаю, в Израиле или в Англии, или там же в Латвии, я бы училась там. Но я своего прекрасного профессора, Александра Михайловича Сандлера, нашла именно здесь. И он согласился со мной работать, и потому я решила здесь учиться. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу с выходами для фотографирования. Слушайте интереснейший рассказ в Петербурге. Лучший вид отдыха — это Экспо. Приглашаем вас вместе с нами отдохнуть. Приятно и интересно провести свое свободное время. Прямо сейчас. История с балетом у меня началась в 10 лет в городе Новосибирске. Это был не мой выбор, это был выбор моих родителей. И первое время я не понимал вообще, зачем я, для чего я учусь. Я только не хотел расстроить родителей. Настоящее какое-то понимание, то, что я действительно люблю эту профессию, пришло только, наверное, в течение 5 лет, наверное. Если честно, я сначала не воспринимал это как мужскую профессию. Мне казалось, это больше для девушек, что-то это красивые линии, там, пуанты, пачки. И я даже стеснялся говорить, что я учусь в балетной школе, потому что все равно в России какие бывают какие-то стереотипы о том, что это не мужская профессия. А спустя 5 лет я понял, что это действительно очень тяжелый труд, и физический труд, и эмоциональный труд. Я выбрала фламенко достаточно рано, и, может быть, даже сейчас мне кажется, что это фламенко выбрало меня, потому что, когда мне было 6 лет, я увидела, как танцуют испанские танцовщицы в шоу фламенко, влюбилась абсолютно в этот танец и поняла, что мне хотелось бы связать свою жизнь именно с фламенко. Никогда не возникало вопросов, почему именно фламенко. Я чувствую себя свободной, я чувствую себя комфортно, мне всегда хочется развиваться, я встречаю потрясающих учителей на своем пути, и мне кажется, с каждым годом, что все больше и больше интересного передо мной открывается.
меня там есть дети, и там они просто вот до 2 занимаются, потом отдыхают в свободное время, ходят куда-нибудь по паркам. У меня такой, ну, вообще другой режим. Вот. Я прихожу в 8 часов, делаю уроки, и мне не остается нисколько времени. Но я понимаю, что для меня балет – это очень важная часть в моей жизни, и я стремлюсь быть примой балериной, поэтому я готова на все. В нашей стране джаз долгие десятилетия, особенно в советское время, в общем-то, не пропагандировался, если не сказать, что он преследовался. И многое мы имеем исторические случаи, когда люди страдали за это, вплоть до того, что попадали в тюрьму за пропаганду джаза. Но с наступлением новой эры в нашей стране, когда это стало называться Россией, Российской Федерацией, и когда отпали всяческие идеологические препоны, потому что в советское время считалось, что джаз – это не советское искусство, что это буржуазное искусство, и его не следует пропагандировать. Иногда бывает страх, все равно он присутствует, иногда бывает волнение, с которым приходится бороться. Но я считаю, что если не будет страха, то это будет не очень правильно, потому что это нормально в воздухе испытывать страх, когда ты висишь на одной ножке, да, и понимаешь, что твоя ошибка может стоить тебе жизни. И ошибка твоего партнера, и ошибка твоего ассистента. Ответственность, волнение, страх и кайф. И вот все это перекрывает такой обалденный кайф. Театр кукол в Советском Союзе позиционировался как театр для детей, только для детей. Очень мало было спектаклей кукольных для взрослых. И в основном это были спектакли на ширме. То есть есть ширма и есть куклы на ширме. То есть живого плана, актеров в живом плане можно было увидеть очень редко, крайне редко. Но с переменой, так сказать, да, устройства страны, Советский Союз ушел, Россия, мы стали больше ездить, стали больше общаться с зарубежными театрами, с западными, с восточными театрами. То есть все начало перемешиваться. И к нам стала приходить мощно вот эта культура кукольного театра из Европы, из Азии. Вообще кукла сама по себе, она позволяет зрителю поверить в то, что невозможно поверить. Артист, живой артист, он не может взлететь, он не может рассыпаться, развалиться, умереть на сцене. Так сложилась моя личная судьба, что я стала достаточно много сниматься сразу же, и поэтому можно сказать, что киносудьба в моей жизни состоялась и продолжает каким-то образом длиться. И очень рано я столкнулась с кино, но мое сердце все равно в театре, потому что для меня это более настоящее, более любимое, долгожданное. Я очень люблю роли, которые я играю. И я обожаю наш театр, я люблю нашу семью театральную. У нас не такой большой театр, если сравнивать там, с другими труппами, всего там, меньше 50 человек. И у нас очень классная молодая компания. Мы очень не просто всегда, но с большой любовью рождаем новые спектакли.
Непросто, действительно непросто, особенно сложные периоды во время поиска новых движений, новых постановочных процессов. Это самый такой, я считаю, кропотливый, достаточно очень изнурительный процесс, когда ты можешь часами повторять одно движение, и в итоге оно, может быть, не подходит к данному персонажу. Но он очень требовательный, и прежде всего он требовательный к самому себе. И этим самым он дает огромный пример всему коллективу. Вы не представляете, как меняется вообще работа в зале, когда он приходит, когда он присутствует. Сколько играет эмоций? Эмоций очень много играет, но там уже начинается профессионализм, когда, несмотря на ничего, я могу сыграть чисто и выразить свое мнение, свои мысли и сказать то, что я хочу. Этот театр, он подарил мне, наверное, все, о чем я мечтала. Это любимая работа, и я имею возможность исполнять партии, о которых все мечтают, и я в том числе тоже о них мечтала, и именно здесь я имею возможность это делать. Мы познакомились с моей женой Анастасией здесь, в театре. Примерно это было 4 года назад. Я уехал на гастроли и приехал, и мне сказали, что у тебя будет репетиция сейчас с новой девочкой. К нам пришла новая девочка из Большого театра. Я думаю, странно, какая девочка? Вроде пришла уже одна. Захожу в зал, а там Настенька сидит. И была в голубом костюме, и как-то вот она мне сразу бросилась в глаза. Ну, у нас такая работа, что мы с утра приходим на работу и вечером допоздна, приходим домой поздно. Относимся с уважением друг к другу в этом смысле, поэтому мы всегда вместе работаем и вместе отдыхаем. В концерте всегда у Юрия Хатуевича есть вот это вот творчество сейчас. Он может чуть-чуть чего-то добавить, где-то немножечко прибрать, немножечко сделать больше. И оркестр начинает отвечать, и вот тогда начинается творчество настоящее. Слышен результат не репетиций, а слышен результат творческой работы. Очень повезло мне и моим коллегам, и музыкантам, в принципе, и все, кто крутится в этом музыкальном мире, в профессии, потому что это, наверное, одна из немногих профессий, которая делает других людей счастливее. Я не могу сказать, что я сюда прихожу работать, ни в коем случае, потому что это глупо приходить на работу. Он впитывает в себя, театр, энергетику тех людей, которые здесь работали. И атмосфера в театре, она все равно складывается людьми, которые здесь служили и которые работают сейчас в театре. Потому что это коллективное творчество. Нельзя быть одному в театре. Все равно рядом с тобой люди. Люди, которые с тобой выходят на сцену, которые помогают тебе гримироваться, одеваться. То есть артист — это венец искусства, но он выходит на сцену, потому что ему помогают очень много людей.
Санкт-Петербурге очень много людей, которые занимаются, увлекаются испанской культурой, и проводятся большие вечера фламенко, устраиваются таблау, такие как в Испании, когда мы можем потанцевать, гитаристы приходят поиграть свои композиции, и есть вокалисты русские, которые стараются тоже приобщиться к этой культуре. Это всегда интересно, потому что каждый приезжает из Испании с новыми знаниями, делимся там, обсуждаем, встречаемся, пробуем, экспериментируем. Когда я решил поступать в театральный институт, я сразу сказал, что я буду поступать либо в Петербург, либо в Москву. Потому что театральных институтов в России много, и были институты гораздо ближе к месту, где я жил тогда. Но я сказал, либо Петербург, либо Москва. И Москва отсеялась сама собой, потому что в какой-то момент я просто понял, что я рассматриваю только Санкт-Петербург. Для меня город Петербург – это какая-то отдушина, честно. Я сюда приезжаю, у нас много представлений, мы очень устаем. Но пройтись по Санкт-Петербургу, подышать воздухом – это что-то удивительное. Мне всегда кажется, не знаю, вот такое сейчас расскажу про себя, что сейчас проедет карета и проедет Екатерина или Петр Первый. Формально я родился в Москве, но я всегда чувствовал себя петербуржцем. Но даже когда мне предлагали уже в зрелые годы переехать в Москву и работать там, такие предложения были в 70-е годы, то я отказывался наотрез. Потому что здесь, в этом городе, существует какой-то определенный дух. Потом это один из самых красивых городов мира. Поскольку я объездил почти весь мир, за исключением Австралии и Новой Зеландии, поэтому имею представление о том, что такое мир, что такое Лондон, Париж, Нью-Йорк и прочие города. Красивее, чем Санкт-Петербург, ничего нет. Я на молекулярном уровне, на внутреннем, на клеточном, на духовном состою из Петербурга, из этого театра, из Маховой, из Невы, из этого воздуха северного, Балтийского моря и так далее. То есть это огромная часть моего характера. Во-первых, я родился в Петербурге, это мой город. Очень много было всегда разных каких-то вариантов, предложений уехать из Петербурга, работать в другом городе или там за границей даже. Но для себя я не могу представить, как я покину Петербург. Я почувствовала, что я своя в этом городе, что это не чужой для меня город, и я здесь не чужая. И потом для меня это была служба в театре. Потом я вышла замуж, у меня родился ребенок, дочка. И для меня этот город стал моим родным городом. Теперь уже у меня в этом городе родился внук, поэтому это для меня вообще самое большое счастье. В первый зал в моей жизни, когда я пришел слушать симфонический инструмент, это был большой зал филармонии. Поэтому для меня вот эти колонны, эта красно-белая палитра, это как, не знаю, как родные, что-то родное. Санкт-Петербург – это город, абсолютно не похожий на другие города в России, и, наверное, сложно найти что-то похожее по настроению в мире.
город. Я люблю там ходить по Невскому проспекту, потому что там много людей. И в каком-то смысле мне нравится то, что я в толпе, но я одна. Это такое интересное чувство. Но бывает, что грустно очень. Я чувствую, что я далеко от дома. Мне очень хочется домой. Несмотря на то, что этот город не спит, что здесь каждый вечер я могу ходить на великолепные концерты, что здесь такие музеи, которых не просмотришь, что здесь так много. Мне кажется, что я не видела, например, осень настолько грустной. Но я до сих пор не верю, что я в этом городе. Я иногда, когда гуляю по городу, я просто благодарен судьбе, что она меня привела в этот город. Я восхищен этим городом. Где бы я ни путешествовал, какие бы некрасивые страны и города я видел, все равно я начинаю скучать по этому городу. Когда меня уже взяли, я поняла, что мне дали огромный шанс и что я должна идти к своей цели, потому что берут сюда, немногих. И я сразу же взяла себя в руки и как пошла таким большим путем. Но я хочу, чтобы меня взяли в Мариинский театр, либо в труппу Бориса Яковлевича. Вот. Я хочу там работать, потому что мне очень нравится, я хочу стать прямой балериной, не преподавать, а вот именно танцевать. Для многих людей простых джаз – это как бы танцевальная ритмичная музыка, не больше чем. На самом деле мы свои задачи ставили расширить их представление о джазе и увидеть, что это не только танцевальная музыка, хотя такой она тоже является в своих традиционных формах, скажем, как традиционный джаз или свинг, но в то же время как современный джаз уже достоин того, чтобы его слушали точно так же, как слушать в концертных залах симфоническую и академическую музыку.
Когда работаешь в воздух, чувства бывают очень разные. Ну, во-первых, бывают очень приятные чувства, когда ты летишь, и ты вот... Ну, это не передать словами, как это красиво. Вот именно в цирке Чинизели безумно красиво, я вам хочу сказать, потому что зал красивый, он такой выдержанный какой-то, такой специфический. Мы работаем под пушками, я все равно вижу зал, я вижу энергетику, чувствую энергетику зала и вижу глаза. Глаза, когда люди просто тобой восторгаются. В кукольном театре гораздо больше места для фантазии зрителя. Мы ему что-то здесь ему показываем. Если мы это делаем хорошо и интересно, зритель включается в эту историю и начинает сам уже фантазировать. Его фантазия уже добавляется к нашей фантазии. Я поверил в чудо, поверил в сказку. Я, взрослый человек, вдруг превратился в ребенка. Я могу приносить радость, и я могу отдарить то, что я имею, свои способности, свой талант, я могу отдавать это людям, которые приходят в театр. Я думала, что со временем, вот когда я буду дольше работать, я буду очень спокойно к этому относиться. Ну, потому что опыт приходит. Но все равно, когда ты стоишь за кулисами, ты все знаешь, ты все понимаешь. С тобой прекрасные партнеры, но каждый раз перед выходом на сцену возникает такое, как трепет, это называется трепет, и он внутри вот так вот, ты думаешь, ну вот сейчас ты умрешь. Самое короткое и лаконичное описание – это трепет. Трепет какой-то струны, который очень сложно описать. Это очень тонкое чувство, когда ты просто стоишь, понимаешь, что зал полный, то есть зрители уже пришли, уже дан второй звонок, через 5 минут будет дан третий звонок, занавес еще закрыт, и ты стоишь перед выходом на площадку, и это момент, когда нужно уже не думать ни о чем. Артисты называют это
отпустить себя. То есть через 5 минут откроется занавес, и ты выйдешь на сцену уже с какой-то мыслью. То есть не из-за кулис на площадку, а как учат все педагоги русской классической актерской школы, из жизни в жизнь. Каждым годом, выходя на сцену, узнаешь свои сильные и слабые стороны. В этом году я поняла, что чтобы хорошо подготовиться к моменту выхода на сцену, к тому моменту, когда я вижу зрителя, и зритель видит меня, мне очень важно проделать дыхательные упражнения, чтобы расслабить тело, а уже расслабленное тело меня никогда не подведет. Оно много нового именно в момент исполнения танца для меня подарит. И я смогу использовать его по максимуму возможностей. Для меня вообще, сколько разных городов, стран мы не ездим всегда, всегда, конечно, приятно танцевать на своей родной сцене, и зрители здесь уже свои родные. И, конечно, ответственности больше для меня, по крайней мере, танцевать на своей сцене. У многих театр и балет ассоциируются с какими-то склоками, интригами, конкуренцией, но поскольку у нас труппа не очень большая по сравнению, скажем, с Мариинским театром, она гораздо меньше, поэтому у нас более теплая, наверное, дружественная обстановка, в которой, конечно, работать приятнее.
равно мы все сумасшедшие люди. Мы все мы безумцы, мы абсолютно ненормальные. Приходить в час дня с утра пораньше, петь что-то, насчет чего-то размышлять, рыдать, хохотать, пытаться разобраться в сцене, репетировать до 12 ночи. Это может только сумасшедший человек. Во-первых, всегда спокойствие. Сейчас мы говорим про концерты, которые готовы уже изначально репетиционно, поэтому волнения у меня никогда не бывает, потому что, как мне говорили в школе, если ты волнуешься, значит, ты чего-то не сделал, что-то ты не выучил или не доделал. Поэтому волнения не бывает, за полчаса спокойно приходишь, сверяешь порядок нот, чтобы все было в порядке, чтобы все рабочее место было в порядке. Вот, разыгрываешься, естественно, чтобы аппарат был в порядке, иначе без этого никак. И вперед на сцену делать добро. Я всегда волнуюсь перед спектаклем, и, может быть, это незаметно со стороны, но это такое тремоло, которое присутствует перед каждым выступлением. Будь то спектакль или концерт, или даже когда ты уверен полностью, что вот все будет хорошо, но все равно ты волнуешься. Но когда я танцую, естественно, я замечаю, что это волнение уходит, и ты больше концентрируешься на образе, на роли, на движениях. Мне нравится это состояние, когда ты вообще забываешь о каких-то вообще проблемах, вещах, вот ты можешь расслабиться в этом танце. Но это приходит не сразу. Это приходит, когда ты действительно уверен полностью в партнерах, в себе, и ты можешь насладиться уже не только танцем, но вот именно какими-то эмоциями, которые исходят от каждого нашего балета.